Всем привет! В этом видео расскажу про контроллер температуры. Данная модель называется STC3008. Оставлю на них в описании ссылочки. Если понравится, можете заказать по ссылке. Эта модель идет двухзонная, то есть здесь у нас идут два отдельных датчика выносных температуры. Здесь длина провода 1 метр, NTC датчик, он идет в колбочке вот такой металлический и герметиком залит, то есть он водонепроницаемый. Можно датчик погружать в воду. Терморегулятор в воду погружать не стоит. Данная модель идет на 220 вольт, у меня я заказывал. Если вам нужны на низкое напряжение 12 либо 24 вольта, такие тоже есть, я ссылки на них тоже вам оставлю. То есть в этот датчик вы подключаете сразу 220 вольт. Здесь схематически показано, что куда подключать. И вот эти два контакта слева, они для питания. Сюда подается 220 вольт. Если вы выбираете на 12 или на 24, то сюда подаете уже 12 либо 24 соответственно. А с этой стороны у нас контакты для подключения. Они идут с реле. То есть здесь у нас не выход напряжения идет, не 220 вольт будет выходить, а просто два контакта при включении терморегулятора будут между собой замыкаться. И два независимых реле. Один управляется от одного датчика температуры, второй от второго. Они подписаны, то есть левый к левому реле, правый датчик к правому реле. Они между собой включаются, замыкаются контакты и размыкаются. По принципу выключателя действует. На лицевой панели у нас расположены два дисплейчика. Один отвечает за один датчик, второй отвечает за второй датчик. И кнопочки. Две верхние отвечают за первую зону, две нижние отвечают за вторую зону. Сейчас я подам на него питание и покажу, как он настраивается. Подключил я питание. 220 вольт, провод просто включил в розетку. Здесь у нас загорелись дисплейчики. Вот эта крышечка задняя идет. После того, как вы все подключили, вы можете контакты эти закрыть, чтобы туда ничего не попало, либо рукой случайно туда не залезть и не ударило током. Вот так она закрывается и провода просто уходят вниз. Тут у нас отображается уже текущая температура. При подаче питания он сразу включится и показывает температуру. Вот температура с одного датчика. Вот я начинаю рукой нагревать. Увеличивается. И температура второго датчика также само нагревается. Настраивается очень просто. Здесь есть значение вот 25 градусов. Это температура включения терморегулятора выставлена сейчас. Выставляется с помощью первой кнопки. Если хотите поменять, зажимаете ее на несколько секунд. Значение начинает мигать, и вы стрелочками вверх-вниз выставляете нужную температуру. Например, там 22,7 градусов. Мы выставили, подождали, значение сейчас сохранится. Терморегулятор включится при этой температуре. Выключится у нас при второй температуре. Вторая температура выставлена по умолчанию 40 градусов. Если вторую кнопку нажать, показывается значение. Чтобы изменить, также нажимаем и удерживаем. Начало мигать значение. И также кнопочками увеличиваем, либо уменьшаем. Когда у нас реле включено-замкнуто, идет процесс нагрева, горит светодиодный индикатор вверху. В этом датчике он красного цвета, в этом во втором синего. Это у нас режим нагрева настроен. Также можно его настроить в режиме охлаждения. Нам нужно просто температуру вот эту вторую и первую поменять местами. То есть, если будет первая температура выше второй, вот мы, например, выставим вторая 40, а первую поставим 50 градусов, то он будет уже работать в режиме охлаждения. Вот он отключился. Когда температура вырастет до значения 54 градуса, терморегулятор включится. Если вы подключили к нему охладитель, он будет охлаждать до температуры 40 градусов. И опять, когда температура вырастет до первого значения, он опять заново включится. И так же само настраивается второй контроллер, второе значение. Также само ставят все настройки по умолчанию. 25-40, зажимаем сначала первую клавишу, выставляем температуру включения терморегулятора, сохраняем настройки и потом выставляем значение второго. Вот так работает данный контроллер. Больше здесь никаких настроек нету. Нет ни калибровки датчика. Все настроено по умолчанию. Задержки времени тоже не настраивается. То есть эта модель простая. Ссылочку на него оставляю вам в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.